Нам в этот раз было крайне интересно, какова будет российская официальная позиция относительно израильских атак по Ирану. Интересно по простой причине. Будь сейчас у власти в Соединенных Штатах любая другая администрация, все было бы очень понятно, предсказуемо и не возникало бы дополнительных вопросов. Марионеточная израильская военщина по наущению американских кукловодов коварно атаковала дружественный России режим и прямо заявила, что ставит своей целью свержение действующей там власти. Любая революция, любая попытка принудительного свержения действующего начальства, особенно если она станет слишком успешной, и к тому же, если она прямо организуется другим государством и поддерживается извне, это призрак будущего Рождества для российской власти. Разрушение главной и единственной скрепы российского начальства. Любая власть законна просто потому, что она власть. Любые попытки ее свергнуть разрушают саму идею о незыблемости власти, а так нельзя. И неважно, где это происходит и почему. Судьбу любого диктатора, которому благодарные граждане выписали бесславную и мучительную кончину, ну или пенсию в Ростове-на-Дону, кремлевские начальники вполне справедливо примеряют на себя. Цветные революции на постсоветском пространстве, арабская весна, Евромайдан, протесты в Беларуси в 2020 году. Всякий раз в официальной российской позиции нельзя было усомниться. Ведь нельзя допустить, чтобы кто-то подумал, будто у народа есть какая-то власть. Чтобы революции и протесты вдруг стали нормальным делом. В ситуации же, когда Израиль прямо говорит гражданам Ирана: мы, мол, перебили половину вашего начальства, пришло время снести остальных, российская позиция вполне понятна. Тем более, когда мы говорим об Иране, чей режим – формальный союзник России. Без иранских дронов российско-украинская война выглядела бы совсем иначе. У Путина и близко не было бы нынешних возможностей терроризировать мирное население Украины. Тут вот еще какой интересный момент, который может явно кое-кому намекать, что у кое-каких поступков бывают последствия. В апреле и октябре 2024 года Иран массированно атаковал Израиль ракетами и беспилотниками. Были выпущены сотни единиц, в том числе баллистических ракет, дронов и другого вооружения. Большинство из них было сбито, но сам факт заключается в том, что чуть больше года назад Иран от бесконечных угроз и прокси-атак по Израилю перешел к прямой агрессии со своей территории с помощью своей армии. По факту начал войну. А теперь его режим активно сносит. Когда большой диктаторский режим нападает на страну, которая кажется ему гораздо слабее, а спустя какое-то время вынужден прятаться по бункерам и явно терять власть, когда случается прям возмездие и создается прецедент неотвратимости наказания, это тоже довольно неприятный намек для тех, кто тоже недавно решил напасть на слабого, а в результате увяз в войне, из которой нет выхода. Но сейчас все становится интереснее и сложнее для российской пропаганды и, в принципе, российской власти и ее позиции. Израиль в атаках на Иран поддерживает не мерзкая отвратительная клика демократов во главе со слабоумным, но зловещим Байденом. Теперь на стороне Израиля, причем еще и с явной угрозой вступить в войну напрямую, находится самый большой и верный друг Российской Федерации – Дональд Трамп. Лучший друг, которым официальная пропаганда несколько месяцев восхищалась, не меньше, а если не больше, чем Путиным. В адрес Трампа российские официальные лица высказываются исключительно в подобострастном тоне. Его стараются ни в коем случае не злить и не обижать. И этот человек теперь едва ли не возглавляет крестовый поход на иранский режим, предлагая ему прямым текстом капитулировать перед Израилем. Безоговорочно капитулировать. Мы не знаем, до какой степени США реально вовлечены в этот конфликт. Поставляют ли они Израилю данные разведки, например? Хотя тут еще поди пойми, кто кому поставляет. Но ладно, мы также не знаем, в какой степени администрация Трампа поддерживала саму идею такой атаки или молча с ней согласилась. Но прямо сейчас Дональд Трамп уже де-факто объявил себя главнокомандующим всей операции. Если смотреть, что он говорит и пишет, то Израиль там вообще где-то рядом просто постоял. Сам Израиль, в принципе, и не против. Ну, хочет самый важный союзник себя ощущать самым главным начальником, ну и дай бог ему здоровья. Израиль только рад. Мотивация Дональда Трампа ясна. У него дефицит поводов для гордости. С первой минуты вступления в должность он запустил активность по всем фронтам, начиная с тарифов, заканчивая российско-украинской войной. Он пытался воевать с американскими бюрократией и судебной системой, но пока не видно, чтобы хоть где-то преуспел. Война же Израиля с Ираном с первых мгновений пошла настолько успешно, что натурально грех такому человеку, как Трамп, не записать ее на свой счет. Что он и делает.
Причем настолько активно, что по пути успевает поссориться с традиционно антисемитским ядром мага-движения. Такер Карлсон и главный конспиролог всея интернета Алекс Джонс теперь официально не в фаворе. Понятно, что США всю дорогу поддерживали Израиль в большей или в меньшей степени. Израиль и США всегда союзники. Пусть не всегда в полной мере друг другом довольные, но всегда союзники. Но, пожалуй, никогда еще американская администрация не бегала с огромным транспарантом и не кричала на весь мир: «Да, ура! Это наша израильская военщина побеждает! Это все мы! Это мы им помогаем! Мы контролируем небо над Тегераном! Это мы тут всем рулим!» Дональд Трамп увидел возможность стать тем президентом США, который достигнет беспрецедентного в истории успеха, свергнет враждебную диктатуру без сухопутного вторжения американской армии, без единого убитого американского солдата. Если иранский режим падет, это будет такой успех, с которым оппоненты Трампа едва ли смогут поспорить. Без разницы, какова была его роль, даже если она сводилась к тому, что он просто не сказал «нет» на военные планы Израиля. В любом случае, всю кампанию по свержению аятолл он уже записал на свой счет. И справедливости ради, надо сказать, что далеко не факт, что любой другой президент США смог бы не сказать «нет». Таким образом, ситуация для российского государства и его пропаганды вроде бы выглядит однозначнее некуда. Американцы буквально говорят: «Мы пришли свергать чужими руками режим, который нам не по душе». Страшный сон всех конспирологов наяву. Можно даже реконструировать все похмельные ругательства, которые понеслись бы в адрес американского президента из уст Марии Захаровой и телеграмма Дмитрия Медведева. Каким подсвинком его бы тут же назначили бы, будь он не Трамп. И потому становится интересно. Российское государство и его пропаганда вынуждены балансировать между двумя этими стульями, где с одной стороны происходит вообще немыслимое, свергают союзническую диктатуру, свергает ее Израиль при участии США за то, что диктатура эта постреляла в Израиль ракетами и разрабатывает ядерное оружие. Но с другой стороны, вроде как свергает-то ее самый лучший американский президент в истории, которого встречали как мессию и которого не нужно злить ни в коем разе. Но если вы вдруг переживали, спешу вас обрадовать. Никто гадостей о президенте Трампе не говорит даже рядом. Да, безусловно, США и коллективный Запад стравливают стороны для организации полномасштабной войны. Но США тут обезличены. Это какая-то такая коллективная абстрактная сущность, как и весь Запад в целом. Сейчас конкретнее посмотрим на все это, на высказывания разных российских спикеров, даже Артемия Лебедева обсудим. Сначала я хочу напомнить о своей книге. Хочу напомнить вам про свою книгу «История новой России». Там понятным языком изложены события конца 80-х, 90-х и нулевых годов. Эти события непосредственно влияют на нашу жизнь по сей день, но о них россиянам известно меньше, чем о произошедшем 100 лет назад. В книге подробно описано, какие проблемы стояли перед реформаторами, какие были альтернативы экономической реформе, как победа Ельцина в конфликте с Верховным Советом создала предпосылки для появления путинской автократии, и как именно Путин строил в нулевых свой режим. Мы структурировали книгу так, что очень легко разобраться, где, когда и что происходило. А еще мы сделали классное оформление, чтобы книга была не просто источником информации, но и украшением личной библиотеки или отличным подарком. Совсем недавно мы изменили способ оплаты. Теперь он гораздо более удобный, через Tribute. Он принимает деньги как с российских, так и с зарубежных карт. Еще и криптовалюту тоже. Доставляем мы не только в Россию, но и в Казахстан, Армению, ну и по всему миру. Все ссылки я оставлю в описании. Там же вы можете приобрести и наш мерч. Продолжаем. У США, если судить по российским новостям, нет лица, принимающего решения вообще. Это не Дональд Трамп, подлый разжигатель войны. Совсем наоборот. С Дональдом Трампом устами Дмитрия Пескова продолжают разговаривать тоном исключительно заискивающим. Ожидаемая Российская Федерация в полной мере занимает сторону Ирана и решительно осуждает силовую акцию Израиля в нарушении устава ООН. Особенно подчеркивается, что агрессия Израиля началась с особым цинизмом прямо во время сессии МАГАТЭ. Как же официальные лица отреагировали на более чем хамское по путинским меркам заявление Трампа? Дескать, тот говорил с Путиным по телефону и предложил ему сначала прекратить войну с Украиной, прежде чем лезть в посредники иранского урегулирования. Дмитрий Песков, как всегда, прокомментировал это в высшей степени невнятно. Сказал, что заявление Трампа о вчерашнем разговоре с Путиным было образным. И вообще, мол, сейчас жизнь так насыщена событиями, что ретроспектива в несколько дней – это вчера.
Что это меняет, если, по сути дела, Трамп так и так, хоть вчера, хоть позавчера, сказал, что без сопливых разберемся? Непонятно. Но, очевидно, пресс-секретарю президента было очень важно найти слово, до которого докопаться, чтобы не отвечать по существу и не обижать Трампа. Вот он и докопался до слова «вчера». Ну а что? А может, позавчера? Вообще, Песков аккуратен как никогда. Россия в его представлении сохраняет партнерские отношения с Ираном и ровные и доверительные отношения с Израилем, готовая в любой момент выступить посредником для разрешения конфликта. Сам Путин сказал, кстати, что с Ираном, конечно, союз, но оборонную составляющую он не подразумевает. Но это официальные позиции Путина и штатного его спикера. Интересно, что по этому поводу говорят сумасшедшие на зарплате. Телеведущие, которых хлебом не корми, дай только врагов назначить и следом сразу их победить, не выходя из студии. Откуда-то по непонятной, честно говоря, причине взялся сюжет о том, что израильская агрессия поднимет цены на нефть до 120-130 долларов за баррель, в чем, видимо, и заключается план Соединенных Штатов, который, согласно этой хитрой схеме, очевидно сводится к тому, чтобы помочь российскому федеральному бюджету покрыть дефицит. С каких пор злодейство США направлено на рост мировых цен на нефть, а значит на удорожание бензина собственных заправок? Большая загадка. Ольга Скобеева со своим супругом-депутатом в эфире программы «60 минут» наводит тень на плетень. В Вашингтоне, мол, до сих пор не понимают, пытается ли Трамп примирить стороны или вступит в войну на стороне Израиля. Что там непонятного? Кому может быть непонятно? Как можно вообще слова Трампа интерпретировать двояко и думать, что он собирается мирить Израиль с аятоллами, когда он всецело поддерживает силовое зафигачивание этого режима? Известно только тем, кому нужно и США в развязывании войны обвинить, и Трампа не обидеть. Вообще заметно, что авторам методичек знатно мешает слишком однозначная позиция Израиля и США. Раньше США говорили о поддержке Израиля совсем иначе. Мы, мол, за Израиль, дадим ему все, что нужно, но не поддерживаем силовое решение любых вопросов. Если бы Трамп продолжил в том же стиле, выдавая стандартную дипломатическую застенчивую брехню, российским спикерам было бы сильно проще. Но Трамп, напротив, явно поддерживает силовое свержение режима и, более того, выставляет себя главным мировым палачом сатрапов. В итоге, если смотреть телевизор и слушать высказывания официальных лиц, то нарратив-то привычный. Россия в полной мере на стороне Ирана, который имеет право на защиту от кровавого Израиля. Что непривычно, так это тон. Совершенно не такой буйный, как обычно. Дональд Трамп об этом не знает. Но пока его реальное достижение заключается в том, что официальные говорящие головы Российской Федерации снова вспомнили, что они вообще-то официальные спикеры, а не провинциальные алкаши. И что базар им вообще-то надо фильтровать. Фильтруют вовсю. В обзорах пропаганды часто забывают, что помимо телевизора, заточенного под облучение широких слоев граждан, и Z-телеграмма, работающего на людоедскую аудиторию, есть еще одна часть пропагандистской индустрии. Те люди, которые, работают на условно нашу аудиторию, на сомневающихся людей. Даже не вот прямо работают, а как бы спорят или как бы предлагают какое-то независимое мнение, но вроде как все равно провластное. Самый известный из таких людей, пожалуй, Артемий Лебедев. Не похоже, что он прям отрабатывает методичку, но у него есть другая суперспособность. У него на носу флюгер. Он очень хорошо чует, в какую сторону дует ветер, о чем нужно говорить, а где промолчать. В его новостном выпуске «Война Израиля с Ираном» занимает добрую четверть. И там он ни в чем себе не отказывает. Во-первых, нападение Израиля – это террористическая почему-то атака. Во-вторых, народ и власть в Иране сейчас сплотятся как никогда. В-третьих, вот-вот будет нанесен сокрушительный удар возмездия по Израилю. Откопать только надо наносителей удара сначала. Лебедев напоминает, Иран в 10 раз больше Израиля. У него целая куча прекрасного оружия, а Израиль умеет вести только маленькие победоносные войны и, столкнувшись с масштабным противодействием, не вывезет. Затем Артемий переходит на тему, которая не дает ему покоя уже довольно продолжительное время – Холокост. Он уже говорил, что Холокост у него больше не вызывает никаких сантиментов, потому что евреи ведут себя гораздо хуже тех, против кого они выступают. Если я раньше, когда слышал слово антисемитизм, относился к этому с настороженностью, и мне было жалко, ужасно, евреи, они пострадали, Холокост, хотя там не только евреи пострадали, а еще и цыгане, о которых евреи стыдливо не упоминают. Но у меня с каждым разом все меньше и меньше сентиментов на тему того, почему евреи получают пиздюлей. Потому что они ведут себя гораздо хуже, чем те, против кого они выступают. Увы.
В этом выпуске он снова об этом вспомнил, отозвал у евреев кредит доверия за Холокост, объявил, что больше их не жалеет, ведь относительно Ирана они занимаются тем же самым Холокостом. Как связана политика государства Израиль с этническим геноцидом, имевшим место до создания государства Израиль, не спрашивайте. Евреи и геи – это две группы в человеческой популяции, которых Лебедев не забывает упомянуть и притянуть к чему угодно. Но что важно в этом его эмоциональном выступлении, Дональд Трамп там не упоминается вообще никак. Мы уже сказали, есть ощущение, что в данном конкретном случае российская официальная позиция должна пройти между струек. И Иран поддержать, и не оказаться на месте Такера Карлсона, Трампа не разозлить. Комментарии Лебедева ценны именно этим. Он-то не фигачит по методичке, а основывает свою позицию на ощущениях. Понимает, что сейчас носят, в какую сторону нужно сходить с ума. И очевидно, что сейчас сходить с ума нужно сюда. Разделять Израиль и Трампа, США. Израиль можно склонять как угодно, валить на него просто все, что угодно. А Штаты во главе с Трампом либо не упоминать вовсе, либо интерпретировать недвусмысленные слова Трампа максимально двусмысленным образом. Трамп в этой истории может быть только миротворцем. Наблюдать за реакцией российской пропаганды на происходящее до предела занятно. Ведь стареющая репрессивная диктатура, продающая гражданам байки о традиционных ценностях и без конца говорящая о войне с Западом, все это ведь относится не только к Ирану. Не только там есть спецслужбы, которые весьма преуспевают в преследовании беззащитных людей, но полностью недееспособны, когда нужно защитить собственных генералов. В войне этой уж слишком много пугающих параллелей. Когда видишь контейнеры с самоуправляемыми дронами, завезенные на территорию Ирана, трудно тут не впасть в конспирологию. Как трудно не понимать, что становление такой рыхлой диктатурой, от которой осталась лишь оболочка, где стареющее начальство всех бесит и любого толчка хватит, чтобы их власть стала расползаться, это неизбежный финал. Уж насколько режим в Иране был свиреп, сколько вкладывал в оружие, как своих граждан за горло держал. И гляди-ка ты, пришел серенький волчок, укусил за бочок, и оказалось, что нет нифига. Ни спецслужб, ведь они все заняты охотой на женщин без хиджабов, ни ПВО, ни способности защитить своих высших руководителей. Очень трудно российским спикерам не увидеть явных параллелей и не впасть в привычную истерику, но сходить с ума приходится в рамках приличий, ведь нашего режимного брата сносит наш же лучший друг. Наблюдать за этим в прямом эфире достаточно занятно, и мы, конечно, продолжим. До завтра.